Okay, I need the link. We are live. We're going here. All right. 49 people online. Who's from New York? All right. Hi. Hi, guys. Hi, guys. Hi there. Hey, team. Так, ребята, привет. Привет, привет, привет. No, we didn't do that. Отлично. Ребята, привет. Привет. Мы начали трансляцию. Ух ты, сколько у нас людей сегодня на связи. Отлично. Так, ребята, всем добрый вечер. Вижу ваши комментарии, вижу комментарии в чате. Значит, все работает. Значит, все хорошо. Светлана, Руслан. Ну что, всем привет, ребята. Всем привет. Нас видно, слышно? Смотри, Кирилл, Виктория. Так, давайте-ка скажите, слышно нас, видно ли, все ли хорошо, устойчивая ли связь с Нью-Йорком? Привет, Нью-Йорку, Привет, спасибо, Нью-Йорку. Светлана. А напишите тоже, кто откуда нас смотрит, очень интересно. Передать привет всем городам мира. Dragon, полет нормальный. Ага. Dragon flies just flying good. Dragon's my favorite so far. Flying, just flying. What's up, Dragon? Yeah, hi, Dragon. What's up, Dragon? LA, awesome. Wow. The city of angels. Yeah, Екатеринбург, Москва, Краснодар, Севастополь, Краснодар. Туапсе. Вау. Все прекрасно, Москва. Ага. Слышно Россия и Сибирь. У меня не показывает. Попробуйте проверить связь, у ребят все видно. Dragon from Almaty. Oh, wow. Yeah, Black Sea. Cool. Oh, and someone is in New York. New York, hey Artem. Да, ребята, мы будем говорить сегодня по-русски и по-английски. Да, потому что Али, ты говоришь по-русски? Я говорю по-русски чуть-чуть, но я не понимаю ничего. So I need to speak in English, friends. Please forgive me. All right, that's okay. Oh, Long Island. Так, давайте. Long Island, hey. Long Island, Дагестан. Вау. Вау. Елена. Ребята, привет всем. Мы рады видеть все города, все страны, все национальности. Почему? Потому что наша главная задача стирать барьеры, в первую очередь барьеры в общении. И наш главный гуру Али сегодня максимально в этом поможет. Давайте мы расскажем, почему вообще мы сегодня собрались и почему у нас такая интересная задача сегодня. Я попробую сейчас включить презентацию, пока я ее не вижу. Вы мне скажете, появится ли презентация или нет. Появилась презентация. Мы стали маленькими, видите? Мы стали маленькими. Появилась презентация. Так, и мы теперь с вами можем пойти по слайдам. Одну секундочку, сейчас мы проверим, как у нас все работает. Одну секунду. Ага, о, видно. Оля, спасибо. Так. Отлично. Сейчас мы проверим, я пока не вижу. О, появились. Супер. Ага. Ребята, появились слайды. Итак, ну давайте еще раз поздороваемся. Сегодня мы будем учиться говорить чисто, без акцента, как настоящие американцы. Вы нас слышите, это плюс. Давайте мы представимся. Итак, я, с вашего позволения, начну с себя. Меня зовут Рустам Мавланов, я CEO группы компании Synergy New York. Мы крупнейшая образовательная корпорация в Восточной Европе и Центральной Азии. Мы умеем учить, знаем, что такое образовательный процесс. Более того, мы представляем старейшую бизнес-школу в России, СНГ. Более 30 лет уже работает наша бизнес-школа, и мы проводим самые крутые бизнес-форумы в мире. Мы дважды входили в Книгу рекордов Гиннесса как самые масштабные мероприятия. Мы встретились с ребятами, чтобы помочь всем, кто говорит на английском языке и хочет избавиться от акцента, это сделать. Ребята обладают невероятной экспертизой в образовании, в обучении английскому языку и просто в американской культуре, как вы сами понимаете. Давайте я предоставлю слово. Федор, расскажи немножечко о себе, Али и о вашем проекте. Да, всем привет, меня зовут Федор, я основатель Elk Academy, и я сам преподаватель уже с 17-летним стажем. Да, одна из уникальных особенностей Elk, как это образовательная компания, которая построена преподавателями. И мы в первую очередь все время думаем о том, как сделать так, чтобы дать как можно больше пользы и как можно лучше помочь нашим ученикам. И мы поняли, что иностранные языки на самом деле люди учат не ради языков, а всегда ради какой-то цели, ради того, для чего они хотят использовать
этот язык. И цели совершенно разные. Там, найти работу хорошую, там, переехать в долину работать в Spotify, там, своей работы, международной компании стать, или запустить свой проект на международный рынок. И мы начали помогать людям именно с этими большими задачами. А язык уже, он таким стал инструментом. Язык, коммуникация, произношение, грамматика. Мы стали делать так, что коучи работают с людьми, чтобы не терять мотивацию. И к нам стали приходить действительно ведущие компании, восточноевропейские компании, которые выходят на международный рынок. И один из модулей, да, мы познакомились с Али, потому что я очень люблю театр, и когда меня пригласили работать в Гарвард, там ставить спектакль как музыканта, мы познакомились с Али, которая актриса профессиональная, которая училась в рамках своей программы имитировать все акценты. И, соответственно, мы придумали, что можно развернуть это обратно, да, и сделать так, чтобы Али, как американка, учила русскоговорящих людей, что не делать, чтобы звучать по-русски. И это просто вызвало очень большой резонанс, и к нам стали приходить фаундеры лучших компаний, вообще очень интересные люди, которым мы стали помогать звучать лучше. Али, what about you? Hello, you have to stop me if you said all of this before, because I will give my story. But so my name is Ali Stouner. I'm an actress and a pronunciation expert. So I started thinking about pronunciation when I was getting my master's at acting at Harvard. This is a program that takes us over actually to study and perform at Mahat. So I lived in Moscow and was there studying and performing for 3 years. And I came back, and you know, our voice and speech training at Harvard is very extensive, and we go through talking about how to, as actors, how to make all of these different sounds, how to do all of these different accents. And so as we're learning this, I think, well, can it be used in reverse? All of these things that I'm learning and changing and that are all really interesting to me, would they be interesting to others? And would it also be useful for others? Specifically, my friends and my Russian friends and my Eastern European friends, whom I've grown to love so much. I love the culture. I love everything about you guys. So, so this has been my story. And I started teaching with Elk 4 years ago. 4 years ago. 4 years ago. And I, you know, before then I had some students, and now I've worked with hundreds of people really to help them with whatever their language learning goals are. But I think we've really started to hone and perfect what we do here as far as helping people reduce their accent in a reasonable amount of time and give them the tools that they need to feel more confident in their speech and just more confident in whatever they're doing in their life, in their business, in their travels, with their family, with their partners, whatever. So I'm thrilled to be here, and hi, everyone. Thank you, Ali. Федор, расскажешь ребятам, как будет сегодня выглядеть структура вебинара и что вообще сегодня ожидает? Да, конечно. Мы подготовили, мы надеемся, это будет очень полезная программа, и каждый вынесет из нее реальную пользу. Плюс даже мы посмотрим на ваши конкретные ошибки. У нас будет так несколько интерактивов запланировано. Значит, первое, мы расскажем про топ-10 ошибок русскоговорящих людей, разберем основные сложности в произношении. Потом мы разберем с Али именно ваши ошибки, пригласим вас в группу в Телеграме, в которой вы сможете записать небольшое сообщение, которое мы послушаем, и Али расскажет, на что стоит обратить внимание. То есть мы сделаем все-таки прям живой интерактив, да, как и планировали? Мы обязательно сделаем живой интерактив. Так. Мы верим вообще в очень индивидуальное образование. Да? Целая команда учителей всегда работает с каждым человеком над его личными целями. И мы потренируемся произносить сложные звуки, скороговорки, увидите и услышите, что вы действительно, может быть, путаете эти простые звуки, и Али объяснит, как их не путать. И для тех, кто останется с нами до конца, я хочу подарить свой курс по грамматике. Да, это результат 17 лет моей работы и тысячи людей, которым я объяснил грамматику. И когда объясняя тысячам людей, я научился объяснять так, что за несколько минут, на самом деле, там каждая серия, это 11 серий, каждая серия, она 5-6 минут,
становится понятно то, что, может быть, вы не понимали очень давно. Например, вопрос, сколько времен в английском языке, который, да, он такой звучит у всех, и всех сразу пугает, что их там 12 или 16, вы точно поймете, сколько их, как это работает, и поймете, что это на самом деле одна из самых простых грамматик. Подожди, то есть ты бесплатно подаришь этот курс? Абсолютно. Моя идея, English grammar is a basic human right. Круто. Ребята, давайте так. Я думаю, что мы настроены с вами, да, перед тем, как начать, несколько вводных слов и несколько правил нашего сегодняшнего мероприятия, чтобы для всех это прошло максимально эффективно, максимально продуктивно, отсюда все вышли с пользой. Для начала я вам расскажу, зачем вообще все это. То, что происходит сегодня. Знаете, я не понаслышке знаю о важности правильного произношения. Сегодня я расскажу даже случаи из собственной жизни, как я к этому пришел. Вообще, я очень часто наблюдаю за тем, как акцент является причиной неудач в том или ином случае. Мы общаемся в достаточно большом комьюнити здесь, к нам приезжают на обучение предприниматели. Я вижу тех, кто проживает здесь, в США, и трудоустраивается на работу, проводит переговоры, участвует в публичных выступлениях, например, тоже я вам расскажу про это. Да банально, в обычном разговоре с американцами вас просто неправильно понимают. Соответственно, мы, как представители образования, решили помочь разобраться с этой проблемой. И сегодня мы с вами разберем основные ошибки, мы расскажем о том, на что стоит обратить внимание, и те, кто захотят с нами пойти дальше, те, кто захотят продолжить с нами образование, смогут это сделать. Ребят, я бы хотел отметить отдельно профессионализм нашего эксперта, профессионализм нашего преподавателя. То есть Али не просто актриса, которая слышит правильную фонетику и, более того, умеет имитировать разные акценты, этому действительно обучают. Али еще и человек, который обучила уже по факту достаточно большое количество студентов по всему миру. И более того, некоторые из этих студентов всемирно известные персонажи. Вот, например, один из наших слушателей, Давид Ян. Кто не знает этого человека, это основатель компании Эбби, один из самых известных IT-предпринимателей в мире. Он входит в рейтинг Forbes. Али занималась с Давидом Яном. Занимается до сих пор. Давид Ян – слушатель наших образовательных программ. Да. He's my friend. Today, on Sunday, he told me that whenever I go into coffee shops, I need to ask when the coffee was roasted, because the best time is 5 days before you drink it. So fun facts for everyone. That's what we were talking about. Also, hello, Ali. What state are you from? I'm from Virginia. If I start talking like I'm from Virginia, I start talking like this, and it's very southern. It's not totally southern, but it is south of DC. So I'm going for general American, standard American in all of my pronunciation classes. But thanks for the question. Супер, ребята. Итак, смотрите, давайте сделаем следующим образом. Если вам все понятно и вы готовы, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Те, кто пришел, давайте будем откровенны, сюда просто там провести время и не получить пользу, я предлагаю, можно сразу отключиться, да, и можно сразу отключиться, если вы, да, если вам не интересно, но я уверен, что сегодня собрались те, кому интересно будет то, что мы сегодня будем транслировать. Да, Лейла, Роман, Виктория, Руслан, супер. Ребята, на время выступления моих коллег чат будет отключен для того, чтобы нам не отвлекаться на ваши вопросы, а дать максимальное количество за этот час, который у нас отведен. Мы с вами будем примерно час сегодня заниматься, и мы должны успеть вам все рассказать за этот час, что можно сделать за 1 час времени. Обязательно будем работать, будет интерактив, будут ваши вопросы, будут наши ответы. На этот период я буду включать чат, и тогда я вас очень прошу, активно пишите, активно задавайте вопросы. Итак, ребята, мы переходим к началу контента нашего вебинара. Я выключаю чат, и мы разбираем топ-10 ошибок русскоговорящих людей. Я, наверное, попрошу подключиться сейчас Федора и Али. Поехали, ребята! Окей, let's do it. Ну что, топ-10 ошибок русскоговорящих людей. Али, top 10 mistakes Russian-speaking people make in English. Yeah, we made a list for you guys. So now Ali is going to guide us through it. Okay, so this first one, number 1, is E versus I. That's what I mean. So it's the difference between the word leave and live. Number 2, V and W, v,
w. Some people can hear the difference between this, some people cannot. Let's see. So it's the difference between the word vine and wine. The next one is u, so it's the difference between the word put and put. Yeah, and Ali, can you tell us what the word put means? It means to fart. To fart. To make funny sounds with your popka. So you don't want to mess this one up. Next one is the R sound. Obviously, Russian R, English R, or it can be different with British English. So there's the R sound. The other one that's different that you guys don't have in Russian is TH, or z, can come This is very good. Sorry. Then we have ending consonants. So Russian speakers or Eastern European speakers will generally do something different at the ends of words than native English speakers. So it's the difference between the words half and have. And then versus a. This sound a is in my name, Ali. And a lot of people will say Ellie or Ollie. Let's not Ali. Say Ali. 1, 2, 3, around the world. Ali. TH versus D. A lot of times people will turn THs into D. Or, I mean, we just mentioned Z, this, but oftentimes I'll hear people who kind of have the TH sound down, but they'll say the weather or the person. Yeah, so it's not quite a TH, it's really more of a D sound. Mm-hmm. Number 9, versus O. So it's the difference between want and won't. Yeah. And then these things that I'm calling non-sounds, they're still sounds, non-sound shifts, but things that you can do immediately without even thinking of individual words, quick things in your rhythm, in your pitch, and your musicality to sound more like a native speaker. Any questions? Anything? У меня есть предложение, ребят. Давайте сделаем следующим образом. Мы вообще с вами планировали разобрать каждый пункт сейчас, да? Но сделаем по-другому. Смотрите, ребят, я открываю чат. Зачем? Я хочу, чтобы вы сейчас сказали, какие из этих пунктов вам кажутся особо проблемными, чтобы мы им уделили внимание. Отлично. Можно так сделать? Супер идея, да. Просто номер можете поставить. Поставьте в чат. Смотрите, вот у вас на экране сейчас есть номера и есть проблемные зоны, о которых вам рассказала Али. О чем вы бы хотели услышать больше? То есть, например, если про рычащее «р», да, там и «р», американское, там ставьте цифру 4. 5, 5, 5. Ну, конечно, TH sound. Да? Ага, да. Отлично. 5, так, давайте. А мы, соответственно, будем сейчас максимально интерактивно. 5, отлично. Пока 5 лидирует. 5 and 2, 3, 7, 9. 3, 7, 9 is and 1, 7. 5, 9. Я уже кучу раз ошибался. It's interesting that a lot of people want 10, which is musicality, which is, I think, is the most advanced, skill. You mean non-sound? We usually do it after we talk about all the detail of the sounds. Then we talk about musicality. But probably people have good English there. Ребят говорят, слайды не видно. Давайте вот так я покажу слайды. Да. Так должно быть видно. Давайте еще раз. Мне кажется, что видно слайды. Да. Ну, раз люди пишут, выбирают, то, наверное, да. 4, 5 у нас. So R, THS, 2 часто, да, фигурирует, VWs и немножко десяток. Говорят, что было видно. Говорят, что было видно. Я возвращаю нашу картинку. Так, отлично. Ну что, надо, значит, сакцентировать внимание на номере 5. Номер 5 обязательно, номер 10, номер 9. Мое ощущение 5, 2. 5, 10, 9. Сейчас мы попросим ребят подвести итоги. Ага. Окей, давайте начнем с номера 5. Номера 5 попросим Али рассказать основные сложности. Итак, я сейчас включу только видео, чтобы было видео, чтобы лучше видно Али. Окей. So we're doing THs. Yeah? Here we go. Yeah. So I want everyone to just make an S sound with your mouth. Yes, we know how to do this. You have this sound in Russian. It's very easy. Собака. There you go. Солнце. Yeah. What other sounds? What's a word in Russian that has s in it? Synergy. Synergy. Yes. Okay. And now I want everybody to go zzz with a Z sound. Зонтик. Зима. Zont. Да. Right? Да. Umbrella. Yes. Да. Put your hand on your throat
and feel the difference between s and z. What's the difference? Vibration. Yeah, you feel one. So so these are two different sounds. And is anything changing in your mouth from s to z? Anything changing? Maybe the tongue goes up a little bit on the Z. A little bit, but for the most part, your tongue's in the same place, right? So tongue is in the same place, but we're making two different sounds. Now, I want everybody to put their tongue through their teeth, like here, and make an S sound, just like you were doing before, but here. Делайте точно такой же звук, только с языком между зубами. Да, как There you go. Сначала с S. Yeah, so now this is a version of the TH sound. Let's take the word think. 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 That's where it is. So the wrong way to say it would be to say, I think it's a very good idea. Yeah, to use this Z think. Yeah. or this S. The difference is in the tongue position. But the right way, но да, как нужно, тот же самый но с языком между зубами получается thank you. So we can say Think. Thank you. And now let's add some of the voice in. So I want everybody to put their tongue through their teeth again and make the Z sound. It's a little bit different, but again, we're adding voice, yeah? It's crazy. I hope nobody's at a coffee shop doing this in public, but sometimes I have lessons with people who are just making all of these sounds and they don't care. Yeah. So this would be in words like this, or there. Again, it's about the tongue position. You don't have to be all the way through. Some Americans will make this sound like or that. Yeah, not necessary, but you do want it to be about half an inch out. I guess I should speak in metric terms. Like 2 meters. 2 meters. No. Just a little bit. You know, you don't want it to ever be behind the teeth. Не более сантиметр, не более чем на сантиметр. So you can practice this with a mirror. If you look at yourself in the mirror, and when I'm in Zoom chat with people, you can see. You want to really make sure that it doesn't look like this, but that it looks like this. Or, yeah, cool. All right, let's talk about R, my favorite one. Okay. R. So what happens? Sounds like a tiger. Yes. Yes. So I want you, okay, Fyodor, make an E sound. E. Yeah, what's happening with your tongue when you do E? Like, what's the difference between when your tongue is resting, just normal resting tongue, and E? What changes? It goes up a little bit, it gets a little more, like it gets tighter. Yeah, this tension. Yeah. Feel this E. It's like, I feel my tongue, if this is my tongue, I feel my tongue pulling back and sort of tense and pushing against my back teeth a little bit. Yeah? E. Yeah. So this is the position of the tongue in the English R sound. The only difference is that we also bring in lip rounding. Yeah, we round our R. So I want everybody to say the word ear. Ear. Yeah, and the difference here is that we're tight in the back with the tongue. The tongue stays in the same place pretty much, but then we add this lip rounding. Ear. Here we are. So if we think about red, let's just try that. And the biggest thing to remember is that your lips are rounded. What it does when you round your lips, when you bring the corners of your lips in, it messes with your cheeks a little bit so that your tongue is actually, it's much harder for your tongue to hit the top of your mouth when you round your lips, right? Because this is the mistake that most Russian or Eastern European speakers will make. Yeah. Right? What's happening when you make that sound? What's going on in your tongue? Oh, the tongue goes like crazy. Yeah, where? Dancing, where does it go? Where's your tongue? It's right behind your upper teeth. And what's it hitting against? Like, how is it? This skin on top of your teeth. Yeah, is there a special name for it? It's alveolar in Russian. Yeah, alveolar ridge. From my training. Yeah. This is what we would call it, the alveolar ridge. So what we want
to go from a Russian R to an English R is to take the tongue and make sure it does not touch the alveolar ridge at all. The tongue tip stays down, but this back stays high. So I really encourage everyone to practice. It takes practice, right? The best thing you can do is constant repetition, but to really practice with this word ear, because this will put perfect. Ear. You got it, right? This will put your mouth in the right place so that you're able to say this sound. Awesome. Отличный совет. Большое спасибо, Али. Ну и давайте разберем перед тем, как перейти к интерактиву, non-sounds. Non-sounds, cool. So, first, let's talk about, we'll talk about musicality. I think with the time that we have, this is the easiest thing to do. All different languages sort of have different ways that they emphasize words. And in Russian, generally when people are speaking Russian, what they do when they want to emphasize something is they just get louder. Yeah. That's so true. She knows. I know. So we do this in English as well, but generally the Russian pitch variation stays in this sort of more monotone situation, and we go down at the end. So we're speaking, and we go down, and blah 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 blah. Whereas I'm going to fake the Queen of England right now, right? The most British, the most English you could possibly get. Okay. If we're the Queen of England, we start talking like this. We go all the way up here, and then we go all the way down here. And we're up here, and we're down here. And we talk like this. And we're not just getting louder to emphasize words. We're actually using pitch when we want to emphasize. Yeah, pitch is высота звука. Высота звука, да. Yeah. Right? Не обязательно прыгать, да? Не обязательно прыгать. So if we imagine, just for musicality, if we imagine that the Russian and what's probably natural for all of you right now is maybe a range like this, think about opening it up to here. Ребята, на всякий случай я переведу, да. Али говорит, что русский язык более монотонный, да, и мы выделяем, в основном, когда мы хотим сделать какой-то смысловой акцент, мы говорим громче, да, выделяем это слово громкостью. А в английском, и Али показала, да, прекрасный пример королевы Британии, которая идет вверх и вниз, да, и выделяет важные слова высотой, да, варьируя вот этот вот тон. Соответственно, когда вы начинаете, мы так можем тоже говорить и по-русски, да, тренироваться. Это очень полезно, и посмотреть, как люди на это будут реагировать. Это действительно звучит странно, но именно потому, что нам это кажется странным, мы не можем это произносить. Нужно не только практиковать фонетику, а немножко поменять сознание. Yeah. И как только вы поменяете сознание, у вас легче это пойдет. Это станет лучше получаться определенно, потому что для скажем так, non-native speakers, да, не носителей языка, это непривычно. Нам привычно учиться, там, зажимать язык между зубами, да, там, говорить «р» вместо «р», этому можно научиться, но нам сложнее поменять сознание и говорить какие-то вещи вот с эмоциями или нет. Для нас это кажется странным, а вы попробуйте посмотреть на это с другой стороны, и тогда вы будете это ощущать легче. The one other thing that we can talk about quickly, do we have time? Just 1 minute. One minute, okay. So the other quick tip that I can give everyone that's not a sound shift is to just open your mouth more when you speak English. This is such an easy thing, and really a lot of the vowels take care of themselves. So as far as a non-sound thing, I mean, if I'm trying to imitate a Russian accent, yes, please. Like, okay, if I try to imitate Russian accent, I go like this, and I don't open my mouth at all. Like, really, if you watch their mouths, Bravo, Ali. you watch their mouths when they speak, and then you look at my mouth, my jaw and any English speaker is really going like ha, ba, 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 because we have all of these a, O sounds that need to open up. So I will just sit with my students and say, okay, for 15 minutes today, I want you to talk like this so that you get used to opening your mouth. And everybody sits down and they all speak with much better accents because, of course, nobody
understands how to do it quite that much, but just any space that you can find here in your jaw makes a world of difference in how much a native speaker is able to understand you. Yeah. Cool. Did you say that you have an amazing Russian accent? More fun, thank you. All right, guys. Итак, мы продолжаем. Смотрите, мы обязательно вернемся еще к разбору кейсов. Мы обязательно вернемся к разбору кейсов. Сейчас мы хотим предложить вам принять участие в интерактиве. Давайте так, чтобы не только мы говорили, а мы хотим, чтобы вы тоже поговорили. Давайте будем максимально увлекаться в процесс. Я сейчас предлагаю вам следующую механику. Смотрите, прямо под видео сейчас, вот прямо в настоящий момент, под видео появляется ссылка на нашу телеграм-группу. Что вам необходимо сделать? На слайде вы видите предложение, которое нужно прочитать и записать. То есть кликайте сейчас по ссылке, переходите в нашу телеграм-группу и в телеграм-группе записываете нам аудиосообщение. Давайте сделаем максимальное количество интерактива. То есть прямо берите сейчас под видео, кликайте кнопку, переходите в Telegram, добавляйтесь в группу и записывайте аудиосообщение, как вы отправляете всем друзьям своим аудиосообщения, а все нас за это ненавидят, да, за аудиосообщение, есть такой тренд. Мы вас будем любить. Мы вас любим за аудиосообщение, и более того, мы решили сделать следующее. Все, кто не побоится и пришлет нам сейчас аудиосообщение вот с этой фразой, да, с этими двумя предложениями, мы подарим всем 45-минутный урок, в котором Али рассказывает о 20 проблемных местах в англо-русскоязычной речи, назовем это так. Очень хороший урок. Мы дадим всем доступ к нему. Давайте всем, кто не побоялся, да? Так сделаем? Да. Ребята, переходите в Telegram прямо сейчас, добавляйтесь по ссылке в группу. Если что-то не получается, напишите «чат открыт» и записывайте вот это предложение. Ага, предложение у вас, ребята, должно быть на слайде. Если его вы не видите, то скажите нам, да. Предложение на... так, пишут нам... Под видео. Не на экране, а под видео. Посмотрите под видео. Я сейчас Напишите, у кого получилось. Я сейчас продублирую вам в группу. Напишите, у кого получилось. Если не получится, вы сейчас увидите в чате. То есть под видео есть ссылка. Если не получится, я вам сброшу сейчас прямо в чат. Так, я вижу, что люди стали добавляться в группу, поэтому, скорее всего, это работает. Смотрите, есть ссылка в чате еще. Если не нравятся кнопки под видео, то есть ссылка в чате. Давайте переходите, записывайте. Мы здесь сегодня собрались для того, чтобы вам помочь. О, как интересно, да. То есть мы выберем несколько записей, да, Али послушает и даст вам советы, плюс всем, кто сейчас добавится, всем, кто будет у нас в чате в Телеграме, мы пошлем вот этот наш 45-минутный урок, который мы с Али вместе записали, где разобрали, опять же, самые частые, смешные, нелепые ошибки, которые происходят в связи с неправильным произнесением слов, фраз и так далее. Ой, как здорово. Итак, ребята, пока вы записываете, да, это именно о Sarah Perry. Do you know her? So should I can maybe talk about the text itself? The text, yeah. So this is created, there's a really cool website. It's the International Dialects of English Archive. And so this was created by some people in conjunction with them to make a text that they could have anyone from around the world read, and then be able to analyze what they're doing with particular sounds. So it may seem like nonsense, but all of the words in this passage are chosen very specifically to be able to hear you say a TH and a Z and an R sound and an R at the end of the word and an R at the beginning of a word, right? All of the mistakes that non-native speakers make, they put these words in here. So I'm so sorry. It's a little bit we're setting you up to fail, but that's why, that's what we need in order to learn. So this is a very complicated thing, and the passage goes on for much longer than this. This is only the first two. What are we doing? Two sentences? Two sentences. The first two sentences, but it's, a 4-paragraph story. There are a bunch of different pronunciation passages like this. We use one called the Rainbow Passage in the course that we've created. So
check out the International Dialects of English archive. It's just kind of fun to go and you can click on the country and hear 10 people from Scotland and then 10 people from Africa. It's cool. Ребята, одну секунду. Светлана, Валерия, не получается вступить в группу. Проверьте, пожалуйста, во-первых, есть ли у вас Telegram. Возможно, просто у вас нет Телеграма. Ругается на отсутствие протокола. Но мы увидели, что очень много людей добавилось. Ребята, проверьте, пожалуйста, может быть, у вас что-то с Телеграмом. Потому что много народу вступило уже в группу. Есть Телеграм, да? Постарайтесь еще раз. Текст, Ольга, на слайде. Прямо сейчас. Обратите внимание на презентацию. Вот. Обратите внимание на слайд. На слайде есть текст в кавычках. А может, мы можем его скопировать в Telegram-чат и закрепить там как pinned message? Давайте попробуем. Если кто-то из нашей команды, кто смотрит, может скопировать текст и кинуть туда его сообщением нам в Telegram, да, тогда всем будет удобно его читать. И мы ждем первого человека, который запишет нам свой пример. Давайте, ребята, телефоны переходят. Да, давайте, надо это делать с телефона, если у вас телефон, если вы смотрите нас с телефона, если вы смотрите нас с компьютера, то, возможно, понадобится приложение Telegram. Давайте, у кого получается, переходим обязательно, пробуем записывать. Пока вы записываете нам в группу сообщений, я хотел бы поделиться. То есть вы пока пишите, обязательно пишите, мы хотим все послушать. Знаете, вообще, как у нас получилась эта история с ребятами? Как я уже говорил, мы достаточно крупная образовательная корпорация. У нас больше 100 программ высшего образования, 6 программ MBA. Мы продюсируем сотни образовательных курсов. И знаете, что самое интересное, друзья? Что я, когда изучал рынок программ по английскому языку, их на сегодняшний день колоссальное количество программ английского языка, я объективно не нашел качественной программы, которая помогает избавляться от акцента. То есть я смотрел разные вариации, есть замечательные преподаватели, с которыми можно работать, но какой-то такой системной программы, которую можно взять и пройти курсы, я не обнаружил. И тут совершенно случайно. Я совершенно случайно вспомнил, что мы образовательная компания, и если этого нет, то это нужно сделать. Да? И так выяснилось, что есть суперпрофессионалы, ребята из ЭЛК, у которых есть огромное количество материала, опыта, экспертизы, программ, и теперь мы вместе реализовываем глобальную задачу, то есть учим людей понимать друг друга. Посмотрите сегодня, да, насколько весело проходят занятия. У ребят в этом большой опыт и практика. Федор, пару слов об Ошибок, наверное, скажешь, пока ребята записывают нам материалы. Они уже поступают. Ура! Игорь, Марфа, Ольга. Давайте. Так, ребята, я обращаюсь к своим команде Synergy. Скопируйте, пожалуйста, текст в группу Telegram, чтобы у ребят в группе Telegram тоже был текст. Отправьте туда материалы сейчас. Федор, расскажи об Ошибок пару слов, пока ребята записывают на материалы. Про Ошибки я могу говорить вечно, так что вам нужно меня будет остановить. Мы международная компания, да, наша главная штаб-квартира находится в Нью-Йорке, но преподаватели и ученики совершенно по всему миру. И началось все с меня, я сам преподаватель. И в какой-то момент, когда переезжал, сначала я переехал в Италию, а потом в Америку, я захотел всех своих учеников взять в онлайн. И тогда у меня родилась идея сделать онлайн-академию. И родилось название ELK, что значит Education plus Love equals Knowledge. Да? Образование плюс любовь равно знание. Потому что с самого начала... Это правда? Это правда. Да. С самого начала у меня и у наших преподавателей был всегда очень индивидуальный подход. Мы вокруг каждого, буквально большой коллегии, команды, вокруг каждой задачи каждого человека собирались и думали, как сделать так, чтобы человеку именно в жизни помочь реализовать свою мечту. И так команда начала расти. Мы теперь уже преподаем уже 7 иностранных языков, да, все основные языки. К нам стали приходить потрясающие компании, Тильда, Мира, Evil Martians, Ива, Awesome. То есть это одни из, можно сказать, лидеры в своих нишах международной, да, компании, которые при этом из Восточной Европы. И потрясающе, опять же, это огромное вдохновение работать с такими людьми, которые
меняют действительно мир к лучшему и делают такие интересные вещи, и мы можем им помочь. Когда вот пришел Давид Ян к нам, мы поняли, что вау, мы действительно делаем что-то действительно новое, классное и нужное людям. Поэтому... Теперь мы делаем это глобально. А теперь мы делаем это глобально. Глобально, да. И это было большое счастье, когда мы познакомились с Рустамом. Для меня я поехал в Лос-Анджелес на конференцию замечательную, которую ребята организовывали. Решил я туда поехать, потому что я увидел, что половина главных спикеров, Максим Ноготков, уже занимаются у нас. И я узнал своих родных учеников. На самом деле Али увидела Максима, например, и говорит: о, Максим, я даже не знал, что он нас занимается. Али говорит: this is my friend. Ну что, ребята, у нас поступают и продолжают поступать от вас аудиосообщения. Это очень круто. Давайте начнем. Али, are you ready? Press play. Somebody pick one for me. I don't know. Maybe I should go like this. Давай. How do we choose? Maybe let's do the first one. Yeah, first one is always hard. Итак, ребята, мы начинаем разбор. Таткусник. Мы начинаем слушать. Так, секунду. Немножко тихо. Попробуй. Oh, but slower, but slower. In a deserted district of the territory. So she was very happy to start a new job at a super private practice in North Square near the Duke Street Tower. That area was much nearer for her and more to her liking. Great. What do you think? Pretty good. I mean, your R's for the most part are, I would say you're like 75% there with your R's. Some things like district, I heard the R there, and you missed the TH on north, so I heard Norse instead of that. But I think one thing that maybe we could talk about is this, because we already spoke about the R, maybe we can do the I for district. Yeah? So let's work on this word district. Is that's what we're doing? Yeah, giving like a tip for a word. Yeah, or what's useful for a person, I think. Yeah. For a person. Okay, yeah. So for you, I think I'm going to talk about this I sound. Yeah, this is the number one on my list. It's everybody struggles with it, and I heard you say district or district with a little R there, rather than district. District. So it's the difference between the vowel sound of I, which you guys have in Russian. Igra, video igri. Oh, wow. Yeah, so I can't speak Russian. So I, this is normal to everyone, but then what you don't have in Russian is I. So again, we were talking about this high tongue when we say I, and for I, we have to relax that a little bit. Yeah, it's like we take the tension of the tongue and let it go. We also, can you say the two? I. Notice the lips too, right? With I, oftentimes, especially in English, the lips are spread. I, and then when we go to I, it's a little bit more dropped. So instead of like this district, think about corners of the lips coming in just a little bit, and open your mouth more on this first syllable of the word. District. Great. District. And actually this it's in both syllables of this word, right? The bad Russian way to say it would be district. Yeah, but in English we're going district. It's almost like it's spelled with an E or something. District. It's not that big, but it's closer to that than district, right? With this really closed mouth. District. Yeah. So, can you think of any funny mistakes people make when they confuse E? Yeah, there's so many. I mean, am I allowed to swear? Yeah, a little bit. Why not? The difference between bitch and beach, like bitch, a female dog, we'll say that, or the place at the ocean, that's very relaxing, or the difference between sheet, and shit. Very important, not to say. Do not say spreadsheet. The amount of times the amount of times that I've been in meetings with Eastern European businessmen and they say spreadsheet, I cannot keep a straight face. I just go, sorry, I spit all over the place. А представляете, ребят, на переговорах, да? Вы чувствуете разницу, да? Когда напишите
Spreadsheet. Напишите в чат перевод, что такое spreadsheet. Spreadsheet, да. Мы никому не скажем. Если неправильно произнесенный. То есть это очень важно. Мы можем с вами смеяться, а теперь представьте серьезные переговоры, когда сидят представители различных компаний, а еще хуже, если это питч какого-то своего проекта для инвесторов, и кто-то из тех, кто представляет свой бизнес, говорит spreadsheet. И это, конечно, большая проблема. Именно поэтому мы должны избавляться от акцента. Ребята, огромное вам спасибо. Поступают и поступают ваши сообщения. Слушайте, у нас есть сообщение от представителей королевского рода, Анны Болейн. Давайте послушаем. Давайте послушаем. One moment. Sarah Berry was a veterinary nurse who had been working daily at the zoo in the desert district of the territory. So she was very happy to start a new job at the super private practice in the North Square, near the Duke Street Tower. That area was much nearer for her and more to her liking. Good. So you also had a little bit of district in there. For you, I think what we can talk about is the NG sound. NG. So this, again, you guys don't have this in Russian. Yeah, you have the N, but you don't have NG. It sounds so similar, I know. But I heard you say workin', who had been working daily with an N sound at the end, instead of a true NG sound at the end. So it's important to remember that the NG sound is very much like the TH sound, right? When we see TH, we don't say t, we say th. Yeah, it's a different sound. Same with NG. When we see these letters together, most of the time, we're not saying ng. So when we say thinking, we're not saying thinking, right? Thinking. We're saying, and we're not just using an N either. We're not saying thinking. We're really going there with an NG sound. So first of all, we need to understand how we say an N. What happens when we say an N sound? Where's your tongue, guys? Throw out some things. My tongue is again above the upper teeth. Yeah, it's actually at this place where the S and the D are kind of, the alveolar ridge, maybe a little bit back. It's different for all people. Again, everybody makes sounds different ways, just like everybody has a different walk or everybody moves in a different way. What we're worried about is how you get from point A to point B, right? How you make this sound. So, right? So the tongue is up here. Tip of the tongue is just behind the teeth. When we make, and where's the air coming out of? Is it coming out of your mouth or your nose? Nose, I think. What do you think? Yeah. It's the nose. It's the nose. A good way to test, your stuff. A good way to test this is try and say an N sound, and then plug your nose. Right? You can't. So the air is coming out here. Same thing with the NG sound. This is also what we call a nasal sound, where the air is not coming out of your mouth. It's coming out of your nose. But the difference is how we block the air from coming out of our mouth. So with an N sound, we're blocking with the tongue right here. With an NG sound, we switch this, and we block the tongue here. Yeah? Tip of the tongue goes, tip of the tongue goes down. Tip of the tongue is down. And your tongue, one way to find it is to get into, say a G sound. G, 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 g. Yeah? G. What's happening when you make the G sound? G, g. The middle or bottom of your tongue hits the upper part of your Right. So it's the back of your tongue blocking off the air. So if you can just sort of start to elongate that G, that's one way that we can help find the sound. I don't want to spend too much time on this. There are like a million ways to get there, but know that the biggest difference between workin' and working is the tongue position at the end of the sound. If you say workin', you're going to sound, some English speakers will do this, but you're speaking with a Southern accent, basically. You sound like someone who's working on a farm in the middle of the South, right? It's not a good look. It's not a good stereotype. So professional English, we want the NG.
Да, ребята, Alright. я хотел прокомментировать по поводу spreadsheet и spreadsheet. Очень небольшая разница, да. Вижу по чату, что немножко вы не догадались, но spreadsheet, да, это табличка, в которой в бизнесе, ну и вообще в жизни мы делаем все расклады, финансовые модели и так далее. Маленькое изменение, и spread – это размазывать, а shit – это какашки. И получается, на переговорах вы говорите, ну а теперь давайте откроем размазанные какашки. Вы можете представить себе, сколько прекрасным святым американцам, русским бизнесменам нужно самообладание, чтобы в этот момент просто не свалиться под стол. Да? И, к сожалению, мы слышим это постоянно. Поэтому, ребята, американцы очень воспитанные люди, да, и очень вежливые. Поэтому очень редко мы получаем, на самом деле, прямую обратную связь. Да? Все говорят awesome, cool, why, see you next time. А в голове у себя они думают, oh my God, what is happening here? И наша задача сделать так, чтобы у нас с вами не встречались такие вещи в речи. Мы не размазывали ничего, а делали только то, что необходимо. Давай послушаем, вот здесь есть, например, от ребят тоже сообщение, Глеб Костин. Давай послушаем запись Глеба Костина и продолжим дальше разбирать наши записи. Глеб Костин. Where is the Right there. Right He's there. feel it. We Thanks, Ali. District of the territory, so she was very happy to start a new job at a super private practice in North Square near the Duke Street Tower. good. Was much nearer for her and more to her liking. Good. So your district was really nice. You had that nice short I sound. You also missed the Norse, right? North should be North, not Norse. One thing that I will say is you said would be very happy. So this is one of the most mispronounced words in English by Eastern European speakers. A lot of people will say very instead of very. You know. So what's the difference? What's happening when we say wary? Yeah, what's happening when we say, let's make it a smaller question. When we just make a W, what? How do we make this sound? What's happening in your mouth? Мы должны, когда мы говорим wa, so we should do like this, wa. But when we say v, we should touch our teeth with the lip. He took the course. V. He knows. Yeah. Yeah. Ali is my teacher as well. So the W sound is this, you make a really small circle with your lip, wah, and then the W sound comes from the release. So it can release anywhere. It can release to we, it can release to wah, it can release to woo, but the biggest thing is tiny circle and then release. For the V sound, top teeth, touch bottom lip. Yeah, I mean, you guys know how to do this. The problem is in Russian, you only have one. You only have v. And in English, we have both v and w. So they're really close to each other. And so English speakers tend to make more of a distinction between these two sounds. So what I tell my students is just every time you see a V, if it's invest or visit or vicious or the word very, just spend like, I don't know, a half a second longer than your instinct would tell you there. Very. You want to make sure that top teeth touch bottom lip. Yeah. Very like Вася. Very like Вася, да? Yeah. Я предлагаю послушать еще одно сообщение, где мы берем столько энергии. Ну, вот Али нас заряжает энергией. Светлана, спасибо за вопрос. Смотрите, Ольга, вчера вы переписывались, Федор, в группе. Оля прислала сообщение. Да, Ольга прислала сообщение. Давайте очень интересно послушаем, что записала Ольга. Окей, Оля. Hi, Ali. Hi. Nice meeting you, and You thanks too. for all your help and information. You're It's welcome. very helpful. Sarah Perry was a veterinary nurse who had been working daily at an old zoo in a deserted district of the territory. So she was very happy to start a new job at a superb private practice in North Square near the Duke Street Tower. That area was much nearer for her and more to her liking. Great. Wow, Оля. Good job. It sounds nice. I would say watch. Oh, it's hard to even say. I mean, you struggled a little bit there with the North. I would say watch the watch the word in.
I think maybe I heard in North Square. The first time you said in. I heard, this one, yeah? Yeah, we were talking with Али actually about this. She was saying that it's hard for her, so it's funny that you noticed that. Yeah. You must be a good professional. But there's a lot that you're doing really well. Your R's feel strong. I would start to bring in some of this musicality things that we were talking about. I think you're ready for this. I think you're ready because you really were talking like this. This is sort of the range of speaking that I heard. So Интонация. Интонация, да, то, что мы обсуждали. So I would say start to bring in, think about the most important image word there, and start to think about how you can emphasize the right thing with pitch. And I would also say just keep listening, keep repeating, you know, find newscasters are usually really good people to listen to as far as making your final adjustments for yourself. I think they are taught to speak with what we call general American or standard American. So rather than listening to a politician or to a musician who will say baby like baby, you know, like newscasters and journalists generally have this nice, very clean, pristine accent. You're well on your way. It's sounding great. Супер. Ребята, давайте сделаем следующим образом. Поскольку время наше сильно ограничено, Федор, мы обязательно ответим потом всем в группе. Все, кто записал аудиосообщение, мы, как и обещали, мы пришлем ссылку на 45-минутную лекцию Али. Все получат. Все, кто не побоялся, все, кто записал сообщение, обязательно эту ссылку получат. Пока я предлагаю перейти к следующему шагу и дать ребятам скороговорки, на которых можно практиковать как раз те звуки, о которых мы с вами проговорили. Давайте я включу презентацию снова и перейду к слайду с скороговорками. Так, надо сейчас проверить, появился ли экран. Появился. Итак, ну, парочку возьмем всего, да? Давайте возьмем парочку, да. Али, which one? Something new, right? Something new. Maybe did Doug dig Dick's garden? Oh my goodness. So let me try and read it as if I have never taken Ali's classes. Okay. Did Doug dig Dick's garden or did Dick dig Doug's garden? Pretty good. Let's please have you, anytime there's an I between two consonants without a silent E, right? I'm not talking about words like ride or hide or chide. I'm talking about did, mix, fit. We need this I. It sounds not E. So not did Doug dig, but did Doug dig. Can I try? Yes. Did Doug dig Dick's garden or did Dick dig Doug's garden? Not bad. One thing that I'll also notice here, you are pretty good about this, but when students when students say this, a lot of times the word dig and dick will be exactly the same in a Russian accent. Yeah, the name Dick or the word dig, because think about the word, what's the word for city? Город. Yeah? Город. Город. So notice, in Russian, this word is spelled with a D, but in, like, you guys don't say город. Город. You say город with T sound. With T sound. Yeah? And so the Russian and Eastern European tendency is whenever there's, you know, we haven't had time, we do this in the course, but we haven't had time to go into voiced sounds versus unvoiced sounds. But you can sort of hear the difference between D and T is very similar to the difference between Z and S. Yeah, your tongue is doing the same thing. D, T, D, T. The difference is with D, we have this vibration. D, T, D, T. Yeah, we cannot say D without voice. And so what happens is that because in Russian, the habit is to take away all the voice at the ends of words, you guys bring this into English too. But we as English speakers don't do this. If we say sad, we're going to say the D. But a lot of times I'll hear Russian speakers say this as sat. Yes, or I'm sad. I'm sad. Sad.
sad. Yeah. So you want to, so in this particular instance, g and k, this is another voiced, unvoiced pair, right? G, k. Your tongue is basically doing the same thing. G, k. And if you can't feel it, come to us at ELK. We'll help you out. I know some people get it really quickly, and some people it just takes a little bit more time, depending on where you were in your formative language learning years. Like there's all sorts of things that make somebody more perceptive to this than not. But if you're not feeling it, it's not you. Like it's not your fault. We'll help you out. So I know I'm moving quickly, but g versus k. It's your tongue's basically in the same place. So I really want you, when you do this sentence again, make sure that you're voicing dig, and that you're devoicing dick, that they're different. Yeah. Go ahead. Did Doug dig Dick's garden, or did Dick dig Doug's garden? Pretty good. Yeah, it's nice. He's doing a little bit of a British pronunciation with the word or. I, as an American, am going to chew that R more, or. And how it was trained. Fyodor's trained, as many people are trained with British English. Yeah. So he'll say something more like "oh," or take the word car, right? Americans will say car, really do that R sound. And British people will say ka. They don't say their R's as much. So that's why you might hear him say it a little different than me. But, that what we were talking about, you did perfectly. So. Супер. Ребята, я не знаю, говорил ли вам или нет, но у нас с ребятами есть образовательная программа, в рамках которой мы можем с любыми желающими продолжить обучение. Мы сейчас как раз набираем новый поток слушателей, но мы еще не все вам рассказали. Кому будет интересно, мы обязательно расскажем про нашу образовательную программу и как можно продолжить с нами учиться. Но я хотел бы показать еще одну страницу с скороговорками. Вы ее тоже обязательно фотографируйте, сохраняйте, практикуйте, сделайте именно так, как мы с вами сейчас делаем на этом вебинаре. Надеюсь, что это полезно. И я попрошу Али прокомментировать что-то еще с этого слайда. Вот из этих звуков выбрать. Just one thing that Gleb is saying, this is too genius for someone who is falling asleep. Like it's too much. He's like, I can feel it. Yeah, genius. We have Moscow clock and we have New York clock. New York clock, and right. Moscow, oh yeah, it's late for you guys. Sorry. I'm like hyped up on caffeine, so I'm like ready to go. Okay, let's do it. So which one? There are some guys from Siberia here and later in Moscow. In Moscow. Thank you for being here, guys. Oh, I love this one, the 33 Thieves, or it's just some like the one that I will love. Or do you want to pick something else? Let's do not these things here, but those things there. Not these things here. Not these things here, but those things there. Yeah, and not maybe these things here, but those things there. Can you say it with really bad Russian? Or I'm going to hear your bad Russian accent. Bad Russian? Yeah, like really bad. Really bad. Like really bad. All right, I'll try. Well, right, I'll try. Not these things here, but those things there. Yeah. Obviously, we've already talked about the TH. We've already talked about the NG. But one thing that I want to key in on is the word here. Here, yeah. So this is actually, I think, the first lesson in our online course. Russian speaker, you guys don't have this H. So but you do have K. Yeah, this, I don't know. What's a word that starts with like хочет? Хочет. Да. Yeah. Хороший. Хороший. Yeah. Худенький. What's худенький? Slim. Shady. Wow. So a lot of Russian speakers will just substitute that sound, ch, for the English H. To me, this sounds like a hissing cat. Yeah, like here. And there's all of this stuff happening in the back of your throat. Guys, chill out. But the English H should sound so calm. Like there's a little bit there, but you don't have to spit all over the place. It's just very calm. It's like you are about to clean your glasses or you're fogging up a window, yeah? Right? Yeah, it's very open in the back of the throat. The tongue in the back is mostly relaxed, right? The difference between and is that the mouth is much more, there's more space in the very back of the mouth. So let's just all try this. Let's do the bad Russian way. Here,
Here. 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 Yeah, even with the Here. R, with the Not R. these things here, but those Here. things there. Oh man. And then let's just try the word here. Here. Beautiful. Here. Beautiful, right? Here. Calm, relax, no tension. We're lazy in the States. We're not like. Oh, tell me about it. Oh, you are lazy in the States. We're not actually. Let's lazy. imagine that now I finish your course after 2 minutes, all right? And I'll try to read it again. Let's hear. Not these things here, but those things there. Pretty good. Now I want you to take this ending consonant thing. One last change for you. All right? These These and those and those. actually end these S's are actually Z sounds. All So right. not these things here, but those things there. There. Everything else sounded really great. Try again. Not these things here, but those things there. Not bad. Not Thank bad. you. Good correction. Ребята, Listen. я надеюсь, что вы с нами практиковались вместе, и вам также весело и полезно, как и всем нам сегодня. Напишите, на самом деле, в чат, интересно все, что происходит сегодня, и на одной ли мы волне. Я понимаю, что у кого-то поздно, да, большое спасибо, что вы с нами находитесь, несмотря на поздний час, несмотря на большую временную разницу. Я буду безумно признателен, если вы будете еще с нами оставаться и дадите положительную или любую обратную связь, мы готовы к критике, может быть. Да, ну что-то а не еще и понравилось. мой курс по грамматике мы обязательно... Обязательно. Нет, ребята, все, что мы обещали на вебинаре, все будет сегодня. Мы обязательно об этом расскажем. Рад, что вам нравится. Хотел бы поделиться. Вы знаете, поскольку у нас получился сейчас такой интерактив с Али, да, я хотел бы, наверное, поделиться еще своим собственным кейсом. Мы дадим курс по грамматике, еще будем заниматься. Спасибо, Евгений, Руслан, за обратную связь. Нам очень приятно. Мы даже не выключаем чат, вы нас не отвлекаете. Нам приятно общаться с вами вживую. Вы знаете, я хотел бы вот пару слов сказать про себя. Я говорил о том, что мы проводим мероприятия. Мы проводим мероприятия в разных абсолютно городах, и мы проводим мероприятия в Нью-Йорке. В 2017 году мы делали очень большое событие здесь, на самой скромной площадке на Манхэттене, в Madison Square Garden. Мы проводили большой бизнес-форум, Synergy Global Forum, на котором присутствовали очень известные спикеры. После этого мы проводили также ряд мероприятий, на которых уже я выступал в качестве ведущего и в качестве спикера. И я столкнулся с такой проблемой, несмотря на то, что я знаю язык, я столкнулся с проблемой того, что я не звучу так, как я хотел бы звучать. И как раз то, почему мы сегодня и вместе, началось, наверное, с нашего, с моего поиска решений каких-то, с поиска решений. Я встретил ребят, и я сам занимаюсь с Али, на самом деле, несмотря на то, что у нас есть образовательная программа, несмотря на то, что мы сегодня с вами делимся опытом, я сам занимаюсь с Али, у меня есть цель звучать максимально, как это сказать правильно, максимально, чтобы меня максимально воспринимала американская аудитория. Да, нативно, если можно так сказать. Я пытаюсь не коверкать слова русские, да, я пытаюсь не переходить на трейны, паунды и чикены, да, ну, естественно. Так, но хочу звучать максимально нативно, если это можно так сказать, для американской аудитории. И на самом деле, повторюсь, несмотря на то, что мы промоутируем образовательные курсы, являемся организаторами образовательных программ, я сам учусь также каждый день у Али. И это делать достаточно важно. Я бы хотел, наверное, еще попросить Али прокомментировать, почему важно иметь чистое и американское произношение. Почему это важно? So, Ali, if you could tell us a little bit, based on your experience, why is it important to work on your pronunciation and work on your accent? Yeah, let's do it. I think because there's so many stereotypes that come along with having a strong accent, and I think that no matter how good your grammar is, if you speak with a heavy accent, you just sound less intelligent. I'm sorry, I wish it wasn't the way that it was, but if you're speaking with a strong Russian accent, it's harder for people to understand you. So besides just the practical matter of not being able to communicate and having the person that you're speaking to say, excuse me, what? Like, excuse me, what? And they're worried about comprehending rather than thinking about what you're actually saying.
and your message to them, right? So that's the first bit, is that you know, also it's fun. Yes. Yeah. We have a fun to learn pop up in the chat. But so yeah, the first is just practically, it allows you to be more effective in whatever setting you are working in, whether it's business, whether it's with family, again, whether you're traveling, you just go through your life without as much friction. The other thing is the stereotype that's attached to it. Yeah, people just, you know, if you're speaking with a big accent, you come off as maybe stupider, you come off as definitely as an outsider. You come off as somebody who doesn't care enough to be polite and really try to be helpful and be understood. So, and I tell all of my students this as well, just to be really clear. I think we've talked about the metaphor of technology, right? So having a perfect accent, you know, we're not trying to teach people how to be spies. Yeah. We're not trying to teach people how, we absolutely can do that. It's possible if you want it, but, we don't need to teach people how to sneak in and pretend to be exactly like they're from here. Having a really good accent helps you less than having a really bad accent will hurt you. Does that make sense? Maybe you need to translate. Like maybe you can do it with the technology. Metaphor. So for example, I hang on to my technology for a while. I have an iPhone 6S. I can't even remember anymore because I like to keep my phone. And Fyodor has this fancy iPhone 27, whatever it is. Like, he always has top technology. And I have like pretty good, I can get by. And I think that I think we're on pretty much the same level. Maybe he can take cooler pictures than me, but whatever. We're functioning at the same level mostly. It's not what Apple would want you to think, but I think we're functioning at the same level. Versus me and somebody who has a BlackBerry or a flip phone, it's just like Nokia. Yeah, like having the bad technology hurts you much worse than like having top. So, and I say this just to say that it is attainable, you know, like improving your position and improving your communication skills is absolutely attainable. You don't have to be perfect. You don't have to have a knack for this or a special like predisposition to this to really take this work and take this information and implement it in a way that's useful for you. Yeah, I want to say with David Young's example, when he came and this is what's in his feedback, even though he has been living here for 17 years, after just a couple sentences, people were like, oh, you're from like Eastern Europe, or like, where are you from? Yeah. Да, очень сильно слышится акцент, очень сильно, и люди сразу узнают, откуда ты, моментально узнают. After having lessons with Ali, he says now people can't tell. They hear that I have slight accent, but they can guess where. They think like Germany or Scandinavia or somewhere in Europe, and then this is a mystery, and there's no weight of the associations that people have with Eastern Europe, etc., which for business setting, for example, can be really important. Но, собственно, ребята, в чем заключается смысл? Да? Не в том, что акцент поможет правильный, вернее, отсутствие акцента сразу моментально откроет все двери. Да? А неправильный акцент скорее эти двери закрывает. И в этом заключается основная сложность. Нет задачи владеть последней моделью телефона. Да? Вот я сейчас использую ту аллегорию, которую показала вам Али. Да? Примерно по функционалу 7-й iPhone и 27-й, да, как Али пошутила, они, в принципе, отвечают современным требованиям. Да? Но если у вас старый кнопочный проводной телефон, да, позвонить вы сможете. Да, но вряд ли вы останетесь в потоке информации, вряд ли вы будете чувствовать современные тренды и просто банально общаться с теми людьми, которые сейчас находятся в мессенджерах. Да. Вам не помешает позвонить, но вряд ли вы с ними будете на одной волне. Точно так же и правильное произношение. Вы всегда сможете поговорить, если вы
попали в незнакомую страну и вам нужно спросить, как пройти из отеля до магазина, то, конечно, вам достаточно будет этого языка. Но если вы хотите развиваться на международном уровне, если вы хотите общаться в других странах, чтобы вас воспринимали как интересного собеседника, в первую очередь, я уже не говорю о выступлениях, о приеме на работу, о переговорах с важными партнерами. Это вам, безусловно, поможет. Именно для этого это и необходимо. И все мы занимаемся, все мы практикуемся и стараемся знания Али транслировать и вам сейчас. И мы вместе с вами точно так же сейчас учимся этому прекрасному произношению. Друзья, я бы хотел сейчас, наверное, поговорить немножко, если позволите, сейчас несколько задавали вопросы про образовательную программу, попросить Федора рассказать вкратце о том, что вообще ждет слушателей на нашей программе. Время вебинара действительно ограничено. Время вебинара – это всего лишь 1 час, и нам надо уже заканчивать через 9 минут. Всем нужно спать, отдыхать. И кто-то хочет, возможно, продолжить с нами обучение, потому что в следующий понедельник уже стартует наш новый поток, в который можно записаться. Федор, не мог бы ты рассказать в 2 словах о том, как выглядит наша крутая программа, наш челлендж No More Accent, который мы придумали, и что получат ребята, когда будут эти 30 интенсивных дней заниматься с нами? Конечно, да. Мы с Али сделали онлайн-курс по произношению. Да. По итогам ее вот этих сотен индивидуальных занятий мы вывели наиболее понятные, четкие объяснения, сделали так, что можно практиковаться все эти 30 дней специальными упражнениями, повторяя за Али. И там в каждом дне у нас три видео. Да. Первое – это Али объясняет образный звук. Во втором она дает слова и предложения для его отработки. Эти предложения тоже довольно забавные, потому что их написал наш друг, который пишет пьесы здесь, один из лучших молодых playwrights в Нью-Йорке. Поэтому они смешные, и ты реально еще и улыбаешься. And the music too. The music is also from a dear friend. О, да. Мы привлекли всех наших лучших друзей к созданию этого курса. Мы год работали над ним для того, чтобы дать миру возможность системно заниматься и на самом деле действительно за 30 дней улучшить свой акцент. Плюс мы знаем, что доходимость онлайн-курсов, вообще мировая статистика, она там от 10-30%. Да, в среднем 20%. Я сейчас поясню немножко. То есть если вы начинаете какой-то онлайн-курс, действительно полезный, хороший, качественные, а не непонятные программы, да, там, которые присутствуют на рынке. Действительно, вы приходите за какой-то целью, и эту цель достигаете. Хорошие программы заканчивают около 20% слушателей. Те, кто пришел сначала, и те, кто дошел до конца. 20%. Да, и нам хотелось не только сделать максимально качественный новый курс по произношению, но нам хотелось сделать так, чтобы люди реально дошли до конца и реально улучшили произношение. Мы стали по всему миру смотреть, какие есть методики, как мы можем так сделать так, чтобы людям помочь, на самом деле, не терять мотивацию и дойти. И мы придумали и опробовали, и просто были ошеломлены результатами, потому что это позволило иметь 70-80%, да, людей, которые завершают. Мы собираемся в небольшую группу в Телеграме, там где-то 10, 15, 20 человек. И с куратором этой группы начинаем, даем обещание, что мы будем каждый день заниматься. И каждый человек должен прислать предложение или слово, подтверждающее, что он прошел очередной день. Да. Если человек пропускает, то он платит небольшой штраф. Если он пропускает 2 дня, то этот штраф становится больше. Но дальше человек возвращается, и вот этот призовой фонд, который возникает, он распределяется между всеми, кто дошел до конца. И дальше мы предлагаем либо отправить на благотворительность, либо забрать деньги. То есть, по сути дела, получается, во-первых, вы знакомились с другими людьми, и на самом деле у нас прямо уже примеры дружбы и там совместных бизнесов, которые люди задумывают. Это невероятно следить за этим, да? А во-вторых, конечно же, вы остаетесь замотивированными и доходите до конца. Поэтому вот такие, это то, что мы называем
челлендж. Давайте я вам быстро покажу по составу этого челленджа, что вас ожидает. Вас ожидают вот такие лекции, вы сейчас их видите на экране. Я не буду долго на этом останавливаться. Каждый день это разбор новой темы. То есть мы сейчас с вами разобрали там буквально 1%, наверное, от того, что можно узнать в челлендже. Мы построили курс таким образом, чтобы вы не забывали пройденный материал. То есть здесь там действует методика повторений. Каждый новый день вы повторяете пройденный материал в том числе, чтобы он у вас откладывался в голове. Это очень важно, потому что задача не просто, чтобы вы послушали и пошли дальше, а чтобы вы научились действительно. И я сейчас прохожу этот челлендж. Я сам нахожусь в нем тоже, мне кажется, это достаточно хороший показатель. То есть механика, которую вам описал Федор, она достаточно простая. Вы записываете аудио, но уже не такое короткое, а достаточно большое, длинное такое аудио. Вы получаете обратную связь от Али, разбор ваших проблемных мест, на что стоит обратить внимание, общаетесь с слушателями в чате, проходите курс, в конце записываете итоговое аудио, которое, естественно, не отличается от того, которое вы записали в начале по тексту, но уверенно отличается по произношению, и радуетесь результату. Да, хороший вопрос в чате. Насколько новичкам, да, в языке подходит этот курс, мы специально сделали субтитры для всех уроков и объяснений, а дальше повторение, да, вы просто повторяете звуки, поэтому мы считаем, что он подходит человеку с любым уровнем, да, не нужно стесняться. Плюс в чате мы всегда вам окажем любую поддержку, переведем что-то, да. Да, поддержка в чате каждый день в течение челленджа. Да, если отвечаю на вопрос, поддержка в чате постоянно. Мы обожаем вопросы, мы обожаем, когда... И очень быстро реагируют ребята. Да, кому-то можно... Федор, расскажи про наших слушателей. Про отзывы наших слушателей. Их сейчас можно будет почитать на экране у ребят. Да, но для нас каждый ученик – это на самом деле такая родная душа. Мы со всеми очень близко сходимся. Паша Головкин, да, он обладатель Red Dot Design Award, это такая в дизайне как Оскар. Да. И он переехал пару лет назад из Москвы в Нью-Йорк, и поскольку он человек, который делает очень классные, серьезные штуки, сейчас занимается созданием электротранспорта, и ему нужно было для public speaking, да, для выступлений. Да, заниматься акцентом, и очень довольны. Саша Завадский, один из основателей Friends. Вообще была классная история, что к Али пришла Настя Сартан, такая известная предприниматель из Долины, потому что ей нужно было тоже готовиться к выступлениям. И ей так это было полезно, что она привела еще человек, я не знаю, 20 или 30 основателей из Долины, и у Али такие были, как уже цыплятки, ее любимые основатели, самые активные, талантливые, классные люди, и такое количество благодарности мы получили, поэтому это тоже вы, ребята, спрашивали, почему мы такие энергичные, потому что когда ты отдаешь и обмениваешься, да, это заряжает энергией, как нас, преподавателей, так и вас, учеников. Мы вот за такое образование. Окей, ребят, напоминаю, что со следующего понедельника начинается новый поток нашей образовательной программы. Мы начинаем челлендж со следующего понедельника. У вас есть вопросы про цену. Знаете, конечно, мы постарались сделать эту программу максимально доступной для всех, поэтому я вам показываю цену. Цена всего $120 за участие в этой программе. Это достаточно доступная цена за те знания и тот контент, который вы получаете в рамках этого челленджа. Я надеюсь, что сегодня вам удалось убедиться в том, что программа действительно полезная, учитывая, что мы всего 1% разобрали от того, что мы будем разбирать. Те, кто готов записаться и принять участие с нами уже с понедельника в нашей образовательной программе, в нашем челлендже, сейчас там же, где у вас была кнопочка на Telegram, да, у вас там сейчас появилась кнопка на регистрацию в программе. То есть проходите под видео, там есть кнопка «Записаться на курс», кликайте, оплачивайте, вы сразу попадаете в нашу образовательную платформу, в течение суток произойдет зачисление, вы также попадаете в нашу группу Telegram, где мы разбираем уже ваши вопросы в рамках образовательной программы и в рамках образовательного челленджа. Поэтому кто готов с нами начать обучение со следующего понедельника, вы, пожалуйста, прямо сейчас переходите под видео, кликайте кнопку «Записаться», $120 не такая большая цена за тот
образовательный контент, который вы получите, и мы вас уже ждем. Вебинар невозможно получить в записи, потому что мы не работаем в записи, мы работаем вживую и хотим отвечать на вопросы в онлайн, поэтому вы просто следите, мы будем периодически проводить вебинары, кто-то сможет на них принять участие позже. Ну и просто зовите их в челлендж, да, давайте все вместе стартовать и заниматься. Ну, конечно, мы не могли сделать не сделать специального предложения на вебинаре, не могли не сделать, потому что обязательно, ребята, мы расскажем о бесплатном курсе, который Федор всем подарит, но для тех, кто в течение 24 часов запишется в наш новый поток, который стартует с понедельника, мы сделаем одно специальное условие. Давайте, ну, для первых 3, наверное, или 5. Мы говорили про 5. Я вижу, давайте, окей. Да. Кажется, я вижу в Валиных глазах, которые отражаются в экране монитора, что она готова встретиться с 5. Ребята, смотрите. For the first 5 people, we want to offer individual session. Да, ребята, 30-minute individual session. Yeah, sure. Смотрите, ребята, до пятницы мы проводим набор на следующий поток, до пятницы, но ссылка со специальными условиями будет действовать 24 часа. 24 часа, и первые 5 оплативших, те 5 человек, которые сейчас будут самыми проактивными и максимально быстро запишутся к нам на программу, мы дадим часовой персональный урок с Али, где вы разберете персонально ваши проблемные вопросы в онлайн. Первые 5 человек в течение 24 часов, записавшиеся на программу, получают бесплатный разбор вживую, по скайпу или Zoom, выберем удобный формат. Да, 5 человек. В рамках этого курса мы не разбираем грамматику, мы разбираем грамматику в рамках другого курса, который мы вам сегодня подарим. Федор вам его сегодня подарит, этот курс. А в этом челлендже мы уже практикуем те навыки, которые мы сегодня частично затронули в нашем вебинаре, именно связанные с правильным произношением. Итак, ребята... По поводу графика вопрос. Да, ребята, это онлайн-курс, да, то есть лекции, объяснение звуков, практика, тренировка, отработки все у вас в телефоне. Вы ходите в любой момент дня, да, тренируетесь, и в течение дня вам нужно записать подтверждение, что вы этот день позанимались, переслать чат, и в чате мы общаемся свободно. То есть вы занимаетесь совершенно в своем режиме в любое время дня и ночи у нас тоже бывает. И, соответственно, мы все на связи, в каждой у нас группе люди со всего мира, это очень интересно, потому что, опять же, это все про еще и поддержку друг друга, дружбу, новые связи. Вот это нас тоже невероятно всегда заряжает. Ну что, Федор, мы пришли к бонусу. Расскажи вкратце про свой курс по грамматике, и мы дадим ссылку всем, кто выстоял до конца нашего вебинара, кто выдержал, кто максимально внимательно и чутко реагировал на все наши просьбы и разделял наше позитивное настроение. Что получают ребята? Да, ну, ребята получат мой курс по грамматике. Я вижу тоже вопрос по поводу того, можно ли вступить в следующий челлендж, оплатить сейчас, чтобы получить бонусы и начать попозже. Все, что угодно можно, да. Все наше обучение, оно вокруг каждого человека индивидуально построено, поэтому просто говорите нам, что вы хотите, да, и мы будем придумывать, как сделать так, чтобы это сбылось. Идея с English Grammar is a Basic Human Right, я уже сказал, да, немножко. Я просто... За эти 1000 занятий, которые я сам провел, да, и 1000 благодарных студентов, я понял, как объяснять грамматику так, чтобы она была понятна вот так вот, да, и мои ученики называют это grammar magic, да, и потом я решил тоже сделать онлайн-курс из этого, да, и в какой-то момент я подумал, я не буду вообще его продавать, потому что мне не нравится ситуация, которая сейчас происходит, да. Многие образовательные онлайн-школы продают курс по грамматике, берут за это деньги, не очень хорошо умеют объяснять. Получается, люди платят деньги, занимаются, а потом видят, что прогресса нет, или они так не понимают, и им кажется, что это они такие, наверное, глупые, неспособные, слишком старые, слишком такие-сякие, и им кажется, что английская грамматика им недоступна. Я хочу сделать так, чтобы английская грамматика была доступна всем и каждому человеку, который говорит по-русски, он мог взять и разобраться с этой базовой грамматикой, потому что она одна из самых простых грамматик вообще. Там делать, ребята, нечего.
да, времени 3, как у нас прошлое, настоящее, будущее. Есть 4 вида времени, и их понять, ну, это ну, может как 7-летний ребенок, так и 97-летний большой ребенок. Поэтому я очень рад поделиться этим сверху на произношение. Супер, ребята, прямо сейчас я отправил ссылку в чат, ссылку на YouTube мы разместили для вас на YouTube этот курс. Пожалуйста, переходите, сохраняйте ссылку, копируйте. Сейчас не начинайте просмотр, у нас есть еще пара слов. Я понимаю, что хочется погрузиться в процесс и начать сразу изучать грамматику, но предлагаю закончить вебинар. Вы обязательно сохраните, забирайте курс от Федора, подарок бесплатно, изучайте грамматику. Сразу ответили на вопросы, будет ли грамматика или нет. Итак, еще раз отвечу на вопрос, сколько длится курс. Это онлайн-занятие. Группа Telegram также у вас доступна в телефоне. Онлайн-занятия в среднем занимают 15 минут в день. То есть вы выбираете удобное время и проходите класс в течение 15 минут, тогда, когда вам удобно. Но вы обязательно должны быть готовы к следующему дню, потому что ребята проверят. Евгений уже зашел в YouTube. Возвращайся, Женя. Возвращайтесь к нам. Да, возвращайтесь к нам. Всегда. И курсом делитесь тоже со всеми друзьями. Ребята, курс обязательно посмотрите. Напоминаю, что уже там 23 часа 40 минут остается, чтобы среди первых 5 оплативших получить индивидуальное занятие с Али, индивидуальное занятие. Я считаю, это отличное предложение, ребята, цена очень хорошая за эту программу. Мы дальше в следующем потоке будем ее 100% повышать, 100%. Поэтому сейчас, я вам точно говорю, мы не даем никаких скидок, мы предлагаем записаться по стартовой цене. Мы пока еще массово не анонсировали эту программу, поэтому вы в числе там первых 2-3 потоков. Поэтому следующие потоки будут дороже. Вы можете зафиксировать цену сейчас. Вы можете, в принципе, начать заниматься с понедельника, если у вас есть на это время. Поэтому, если готовы, напоминаю, под видео кнопка есть специальная «Записаться за $120». Пока до повышения всех цен предлагаю это сделать сейчас и получить индивидуальные занятия с Али. Ребята, пока вы записываетесь на программу, надеюсь, карточки у всех под рукой, мы начинаем в понедельник учиться вместе с вами. Я бы хотел, чтобы, ну, вот независимости от того, ждет ли нас совместное обучение или нет, я надеюсь, что мы сегодня были друг другу максимально полезны. Неважно, ребята, нет задачи всех вас затащить на обучение. Нет, есть задача, ребята, помочь. Есть задача сделать так, чтобы вы нашли для себя пользу. Возможно, для кого-то сегодня было достаточно материала, который мы дали. Я надеюсь, что мы были с ребятами максимально предметны и полезны. Конечно, Али в первую очередь. Мы здесь с Федором не эксперты, мы здесь точно такие же ученики и организаторы, технические организаторы процесса. Кладезь информации, носители, гуру для нас здесь Али. Поэтому на нас в данном случае смотреть не нужно. Нужно смотреть на эксперта, который знает и чувствует вас. Если этого сегодня хватило, это замечательно. Наша задача сделать так, чтобы вы получили пользу. И если сегодняшних 1,5 часов было достаточно, это прекрасно. Для тех, кому этого было недостаточно, мы ждем вас на нашей образовательной программе. Все зависит только от вас. И только вы решаете, какой следующий шаг. Пойти и применять сегодняшние знания на практике, либо обучаться чему-то новому, обучаться чему-то неизведанному, тому, что мы сегодня не успели обсудить. Ребята, вам завершающее слово. Ну что, я очень рад, что мы все встретились. Спасибо за огромное спасибо за комментарии и за слова поддержки. Это действительно очень важно для нас. Мы действительно вкладываем всю душу в образование, в каждого нашего ученика. Я считаю, что это просто мое призвание, да, и я стараюсь собрать всех лучших преподавателей со всего мира, помочь им донести свое знание и свое мастерство до каждого. Вот это личная моя миссия, мое пожелание вам. Любите учиться, растите над собой, верьте в себя. И знайте, что вы всегда можете больше, и здесь процесс, он не менее важен, чем результат, да, потому что учиться новому, расти вместе, это действительно, это классно, это здорово, это весело, это интересно, и поэтому мы здесь, чтобы помочь вам. Али, what about you? You have no idea what I just said, but you felt it, I hope. You felt it. Thanks, guys. That's all I have to say. I hope that it's helpful, and I'm excited for you to
to use it in any way that you can. And really our goal is to be helping people and be helping people do what they want to do with whatever resources they have. So we're here for you. We're so thankful that you've hung on to the end for this. So thank you so much. And I hope to see you at a lesson. I hope you get to meet our awesome team of pronunciation teachers at some point. We're here to help. Thank you, Ali. Ребята, Thanks. В завершении нашего сегодняшнего вебинара мне очень приятно читать ваши отзывы. Мы все их видим. Это не запись, как вы успели заметить, да, это абсолютно живой эфир из Нью-Йорка. Друзья, вы даете такие замечательные комментарии. Знаете, они очень сильно меня мотивируют. Очень сильно меня мотивируют. Ребята, я уверен, что Али, как идеолога всей этой истории, мы обязательно какие-то комментарии переведем, Али, но я думаю, что она большинство понимает. You're better than the TV show that I just dropped watching you. What TV show was it? What TV show? Какое было I'm шоу? like, Расскажите. Нам очень It wasn't весело. my maintenance. No, just kidding. Очень весело и приятно читать такие дружественные комментарии. Рад, что мы были вам максимально полезны. Если вы обратили внимание, да, я сейчас, правда, выключил, сейчас еще раз покажу эту картинку, которая присутствовала на последнем слайде, да, We Think Global. На самом деле я использовал эту картинку в своей презентации на Synergy LA Forum в Лос-Анджелесе. Это не просто картинка, а это миссия того, что мы делаем с ребятами вместе. Мы думаем глобально, ребята, и хотим, чтобы вы тоже думали глобально, чтобы в ваших мыслях, в ваших мечтах, в ваших головах не были страны, города, улицы, а вы мыслили одним нашим большим земным шаром. Да, мы разговариваем все на разных языках, но так получается, что мы иногда и невербально понимаем друг друга. Язык нам помогает чуть больше понять друг друга, и я надеюсь, что мы вносим какой-то определенный вклад в то, чтобы вы и мы лучше понимали друг друга. Давайте мыслить глобально, давайте понимать друг друга и не мыслить какими-то барьерами. Большое вам спасибо за сегодняшнее мероприятие. Друзья, мы были рады вас видеть. Пока.